Привет всем! Собственно говоря, хотелось сегодня поговорить о тестировании программного обеспечения, как я, в общем, попал в эту сферу и, собственно говоря, что я могу порекомендовать вам. И в этой связи первым делом, конечно, возникает такая вещь, как школа портного. Наверняка многие вас про это слышали и задавались вопросом, типа, хорошее ли это место для того, чтобы начать свою карьеру в тестировании программного обеспечения, плохое ли это место, что вы, собственно говоря, от него получите и так далее. Так вот, и хотелось, собственно говоря, поговорить сегодня на эту тему. Для начала, любая школа и любой, так сказать, вариант получения образования представляет из себя, так сказать, рулетку. В конце концов, вы не знаете точно, что именно вы получите, но вам кажется, что это представляет, как, так сказать, какое-то оконченное знание или что-то типа того. На самом деле, в большинстве случаев все, что вы получаете, это возможность. Возможность начать работать в какой-либо сфере. Так вот, собственно говоря, школа портного для тех, кто готов и хочет продвинуться по карьере, это, мне кажется, весьма неплохой вариант, весьма даже логичный. Хочу сначала сказать, что, во-первых, я учился там в 2011 году, и это было очень давно. И наверняка ситуация изменилась, в том числе и оплата другая, и условия получения работы другие, и еще какая-то конъюнктура, так сказать, рынка другая, уже все поменялось, в общем, с тех пор. Но многое, я уверен, и осталось. Например, сам Портнов по-прежнему является директором этой школы, и я уверен, что до сих пор те же люди руководят процессом в этой школе. Так вот, что же, собственно говоря, из себя все это представляет? Когда вы приезжаете в новую страну, в Штаты, вы хотите получить работу в сфере тестирования. Хорошо. Что для этого вам нужно? Вам нужно обладать опытом работы в Америке. И этого опыта работы в Америке, скорее всего, у вас не будет, так как вы работали в другой стране. Поэтому, что вам остается делать? Правильно. Вам остается попытаться каким-то образом быстро наработать этот опыт и получить работу, первую работу, практику в данном случае. То есть, и когда я приехал в Штаты, я был шокирован, что это очень трудно даже попасть на интервью, пока у тебя нет какого-то опыта работы. И, в общем-то, сфера тестирования программного обеспечения ничем не отличается от других сфер. У вас точно такие же трудности будут в любой другой сфере. Просто, многим кажется, что тестирование это что-то такое, которое позволяет попасть тебе вот так вот раз, мгновенно, и быть в центре всего, быть в сфере вот этой вот тестирования. Естественно, нужно прилагать усилия для этого, поэтому, что я хочу сказать, школа настоящая, и вас, скорее всего, отправят на практику, если вы обладаете желанием туда попасть и что-то для этого делаете. То есть ходите на эти занятия, что-то стараетесь новое изучить, подучить и прочее. Хотя, если честно, никакого, так сказать, продукта особого школа не предоставляет. Все это вы можете давно найти и так в интернете. Это вообще не проблема. Проблема в чем? Проблема иметь контакты, которые позволят вам получить эту самую первую практику. И вот с этим самые главные проблемы. Вот. И поэтому эта школа предоставляет вам возможность, так как у них есть эти контакты, по крайней мере были, когда я там учился, эта школа позволяет вам попасть в сферу вот эту. Моя первая практика была практически сущие копейки, и, собственно говоря, много я не зарабатывал, естественно. Да, я вообще был благодарен, что меня, в принципе, взяли, я, может, даже за бесплатно пошел бы. Вот, так что ничего не ожидайте, что у вас сразу там какие-то горы денег пойдут и прочее. Да и, собственно говоря, не будет никаких гор денег, если вы тестер. Будут адекватные деньги, но не миллионы. Вот. Поэтому понимаете точно, чего вы хотите для начала. Дает ли вам школа возможность? Безусловно, дает. Я думаю, если бы я все это делал сам, это заняло бы у меня гораздо больше времени, гораздо больше усилий, и неизвестно, чем бы все закончилось. Возможно, я просто бы решил, что это все не для меня, и надо бросать. Так что я думаю так. Попробуйте. Почему нет? Столько негативных отзывов об этой школе я читал, видел, и, если честно, я удивлялся. Как так? Вроде бы, и если ты пробуешь, если ты что-то для этого делаешь, все получается. И эта школа это как раз дает этот шанс, эту возможность. Но почему-то люди считают, что вот они умнее, они знают, и вот
все это Портнов виноват во всем, и вот это вот его вина, и вообще эта школа, это жидомасонский заговор какой-нибудь. Это, короче говоря, такие дела. Нет, школа адекватная. Попробуйте. Опять же, насколько я знаю, сейчас там гораздо дороже стоит обучение, чем стоило, когда я там учился. Поэтому нужно сопоставить, что вы, собственно говоря, вложите, что вы получите. Но мне кажется, все равно это, скорее всего, адекватные какие-то возможности. И вы можете это вложить и в итоге получить гораздо больше, чем вложили. При условии, конечно, что вы найдете эту практику и будете прилагать усилия. Насколько я знаю, насколько я вижу, работы в тестировании сейчас полно. И несмотря на то, что в последнее время я пытаюсь выйти из этого офисного кошмара и перейти на фриланс, ну и частично это получается, вот, фриланс-проекты все-таки есть. Насколько я знаю, проблем никаких нет, и буквально каждый день приходят какие-то новые предложения, вот не хотите вы на интервью туда-то, туда-то, какие-то еще офисные возможности. Все возможно, ребят, и главное только вот желание, чтобы это получилось. Портнов это или кто-то другой. Просто важна вот на первом порах это вот что ли поддержка какая-то, которая говорит, да не сдавайся, ты не, ну, рассылай там как можно больше резюме, пробуй, об стену долбись, ну, в итоге что-то должно получиться. Вот. И Портнов это вот самая главная поддержка. Потому что люди, когда они сидят одни, вот это рассылают резюме, у них начинает крыша ехать, постепенно они обычно забивают на это дело и думают, да ладно, мне ничего не получится вообще. Ну вот в этих случаях эта школа, это просто вот как раз та рука помощи, которая вот помогает. Я слышал, еще куча школ подобных есть. Возможно, они тоже помогают и не хуже. Так что я не знаю, понятия не имею. Не сочтите, это какая-то реклама или что-то такое. Просто мой личный опыт, как вот у меня было. Первая практика. После первой практики я нашел работу. Вот. И, собственно говоря, работал на этой работе много лет. Но потом решил, что хорош. Надо пробовать себя и во фрилансе и путешествовать больше. Все-таки офисная рутина настолько затянула и достала меня, что я в итоге решил, хватит, надоело это мне все. Вот. Так что все будет ништяк. Пробуйте. Не знаю, что еще сказать в этом видео. Придумаю тему для следующего видео. Ну а пока счастливо.